Я всех приветствую на своем канале. Девчонки, смотрите, начала вязать вот такое платье. Оно есть в открытом доступе в интернете. Я буду вязать его на девочку 5,5 лет. При желании можно связать на взрослого человека. Вот у меня уже что связано. Вот такой воротничок, резиночка. Хорошо тянется. И дальше пошел узор шахматы. Если вам интересно и заинтересовала вас такая модель, присоединяйтесь ко мне, я буду очень рада. Так, девчонки, платье я начинаю вязать с резиночки, с горловины. Резинку буду вязать в 2 нити, крючком 3,5 миллиметра. Значит, определяетесь с высотой резиночки. У меня здесь 9,5 сантиметров. И набирала я 28 воздушных петель. Для вязания я взяла пряжу из Троицка пчелка, детская серия, в 80 граммах 400 метров. Цвет песочный. Значит, это 100% акрил. Пряжа мягкая, легко вяжется. Мне она очень понравилась. Я вот вязала шапочку из нее и сейчас решила связать платье. Так, крючок я беру для вязания резинки 3,5 миллиметра. Так как резиночку буду вязать в 2 ниточки. А для вязания основного полотна я возьму крючок 2,5 миллиметра, чуть меньше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Двадцать 28. Так, имейте в виду, вот когда вы набрали какое-то количество воздушных петель и померяете эту цепочку, вот смотрите, у меня получается здесь 14 сантиметров. После того, как вы провяжете пару рядов, цепочка уменьшится. Как я вот говорила, сейчас у меня 14 сантиметров. Меряю я уже готовую резиночку, у меня получается 9,5 сантиметров. Это имейте в виду. Так, начинаем вязать первый ряд. Смотрите, вот у нас идет перемычка, вот наши воздушные петли, косичка. И вот так, если я поворачиваю, у нас здесь вот перемычка. Дальше, я надеюсь, что видно. Вот. То есть мы первый ряд провязываем в эти полупетли. Значит, в первую вкалываю крючок и вытягиваю рабочую нить. Вяжем соединительные столбики. Дальше во вторую вот сюда. Вяжите свободно, не затягивайте, потому что эта резиночка, она должна тянуться. Связали первый ряд до конца. Дальше я делаю одну воздушную петлю подъема, переворачиваю цепочку и вяжу теперь за вторую полупетельку вот сюда. Вкалываю крючок не за 2, не за первую, а за вторую, вот за эту. Вкалываю крючок. И вытягиваю ниточку. Все ряды вяжем соединительными столбиками.
Довязали ряд до конца, 1 воздушная петля подъема, и опять же продолжаем вязать за последнюю полупетлю соединительные столбики. И так далее. Таким вот образом вяжем до необходимой длины. Так, ну вот смотрите, как я и говорила, изначально у меня была цепочка 14 сантиметров, а сейчас я связала вот 11 сантиметров. Ну, плюс потом мы будем вязать, обвязывать вот резиночку, и она, соответственно, немножко, возможно, ну, я где-то ошиблась на сантиметр. 10 сантиметров, ну, плюс-минус полсантиметра, сантиметр. То есть просто имейте в виду, что набранная цепочка, она потом уменьшится. Так, я связала резиночку, и длина резинки у меня 38 сантиметров. 38. Теперь нам ее нужно соединить вот так в кольцо. И дальше уже будем вязать саму кокетку. Так, продолжаю я вязать в 2 нити также и крючком номер 3,5. Так, соединяем. Соединять будем, опять же, соединительными столбиками за одну полупетельку и с другой стороны за другую. Вот я вкалываю крючок с одной стороны в половинку петельки и с другой стороны в первую. И протягиваю через все петли. Опять с одной стороны вкалываю. И с другой стороны. С одной, с другой. И так нужно проделать до конца. Вот такой у меня шов получился. И смотрите, девчонки, это у нас будет изнаночная сторона. Вот так вот. Это лицевая, потому что мы потом отвернем воротничок. И этот шов, он будет вот так лежать. Ну, он здесь не заметен, как бы аккуратный, красивый шов. И, соответственно, он будет на спине. Поэтому как бы вот эта лицевая сторона, где у нас шов, он должен быть с изнаночной стороны. И сейчас мы будем обвязывать нашу горловину и обвязывать вот с этой, где у нас вот такой шовчик. Это у нас будет лицевая сторона, которая вот смотрит на нас. Так, горловину обвязываем столбиками без накида. Я делаю одну воздушную петлю подъема и сюда же вяжу столбик без накида.
Дальше у нас вот здесь петли, как бы идет один ряд. И сюда я провязываю столбик без накида. Дальше смотрим, вот у нас косичка одна, потом как будто идет изнаночный ряд. То есть мы вот сюда вот в косичку вкалываем крючок, это у нас один столбик без накида. И дальше вот следующая петелька, еще столбик без накида. Дальше опять косичка пошла, столбик без накида. И вот здесь вот как бы между косичками еще петля есть, тоже столбик без накида. И так далее. Получается у нас вот они не видны, видите, вот если так вот сдвинуты косички не растягивать, вот не виден там ряд. Но мы немножко вот так раздвигаем, и вот у нас идет изнаночный ряд. Его мы тоже провязываем. Косичка, столбик без накида, дальше следующий вот ряд, столбик без накида. И так далее. Так, я обвязала горловину и в конце сделала соединительный столбик в начало ряда. Смотрите, у нас горловинка идет как бы клеш. Это все правильно, так должно быть, не пугайтесь. Вот такая она у меня, видите? Я примерила на ребенка, прям хорошо все село. То есть ни больше, ни меньше, все как надо. Дальше, так как я вязала в 2 нитки воротничок, я одну ниточку отрезаю и дальше буду вязать одной нитью. Значит, и крючок я взяла 2,5 миллиметра. Так, у меня вот хвостик небольшой от второй ниточки. Я его буду ввязывать вот в эти петли, в столбики. Вяжем 3 воздушных петли подъема. Следующий ряд. И в следующий столбик 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же второй столбик. В следующий столбик 1 столбик с накидом. В следующий 2 столбика с накидом. Раз, 2. То есть здесь мы чередуем. 1, 2, 1, 2. 2 столбика провязали, в следующий столбик 1 столбик, в следующий 2 столбика. И так вяжем ряд до конца. Так, и еще, девчонки, раппорт узора равен 6 столбикам. То есть вот это количество столбиков должно делиться на 6. Имейте в виду, вот если вам, например, вы посчитаете и не хватает столбиков, тогда нужно будет добавить. Вот здесь, где мы вяжем 1 столбик, провязать 2 столбика, например. Так, связала я ряд столбиков с накидом, где делала прибавление в каждом втором ряду. Дальше будем вязать с вами узор. Вот, собственно, схема наша. Как вяжем? 3 столбика мы будем вязать лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных. Чередовать. И в высоту надо будет связать 1, 2, 3. 3 ряда. Потом будем вязать наоборот. Чередовать. Где вязали лицевые, будем вязать изнаночные. Ну и, соответственно, где изнаночные, там лицевые. Так, положу я вот так, чтобы было видно. Так, начинаем с 3 лицевых. Вытягиваю ниточку, делаю накид на крючок и захватываю первый столбик за сам столбик, тело столбика, и провязываю лицевой рельефный столбик. Раз. Дальше следующий. 2. 3. Вот 3 лицевых мы связали. Дальше вяжем 3 изнаночных.
Накид на крючок, заводим крючок сзади. И вот сзади за сам столбик вытягиваем ниточку и провязываем столбик. Дальше второй. И третий. Теперь опять лицевые. Лицевых 3. Раз. 2. 3. Изнаночные. Сзади завожу крючок и провязываю столбик. Раз. Дальше 2. 3. И так далее. Я довязала второй ряд, дальше вяжу третий. Третий ряд вяжем по узору. 3 лицевых рельефных столбика, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных. Вытягиваю рабочую ниточку, захватываю рабочую нить и сам столбик и провязываю его. Дальше 2 столбика рельефных лицевых. 2. 3. Следующих 3 изнаночных. Раз. 2. 3. 3 лицевых. Ну, то есть вы поняли. Чередуем. 3 лицевых, 3 изнаночных по узору. Следующий ряд, это у нас получается 4. Мы вяжем точно так же. В конце делаем соединительный столбик. Неправильно здесь провязала. Три лицевых. Четвертый ряд чередуем также. 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных. Связала я высоту 1, 2, 3 раппорта. И в сантиметрах у меня получилось, сейчас я скажу сколько. Так, 6,5 сантиметров. Дальше на фото я вам покажу, я примерила на ребенка, и вы посмотрите, как сидит вот эта часть уже на человеке, на ребенке. Так, у меня здесь получается 10 рядов, и, соответственно, в следующий ряд у меня будет 11. Так, меняем узор, чередуем, продолжаем. Здесь у нас 3 лицевых, мы в этом ряду в 11 вяжем изнаночные столбики и делаем прибавление. Прибавление делаю сразу же вот с этого ряда, с 11. Вытягиваю рабочую ниточку, завожу сзади за столбик, провязываю столбик, изнаночный рельефный, раз. Во втором столбике буду делать прибавление. Завожу крючок также сзади, провязываю столбик и сюда же вяжу еще один столбик. То есть у нас под второй столбик мы провязываем 2 столбика. 2. И третий. У нас здесь получается 4 столбика. Также вяжем и вот здесь с лицевыми. Первую провязываем, первый столбик лицевой. Во втором делаем прибавление. Вяжем 2 столбика под второй столбик. Раз. И сюда же 2. И третий, точнее 4 столбик. И продолжаем вязать дальше точно так же. Первый столбик провязываем. Дальше под второй столбик 2 столбика. Раз. И сюда же 2. И последний столбик. И так вяжем ряд до конца.
Довязала 11 ряд с прибавками, вяжем 12 ряд. Соответственно, вяжем по узору и уже в этом ряду провязываем 4 столбика. Вытягиваю рабочую ниточку, накидываю на крючок нить и провязываю рельефный изнаночный столбик. И дальше второй. Здесь же вот мы вязали 2 в 1, провязываем 3 и 4. 4 столбика. И продолжаем теперь лицевые по узору. 1, 2, 3, 4. Изнаночные. 1, 2, 3, 4. И так вяжем ряд до конца. Смотрите, мы до этого вязали в высоту, у нас 3 ряда были. До этого мы вязали в раппорте в высоту 3 ряда, а начиная с 11 ряда будем вязать 4. Вот мы первый связали, 11, дальше 12, второй и еще 2 свяжем. Так, довязала я 4 ряда с прибавлениями уже. Примерила на ребенка. И что получается? Значит, прибавления я делать больше не буду. Как бы по ширине мне достаточно. Свяжу еще 4 ряда, еще один раппорт. И у меня получится, значит, сейчас от резиночки меряю. У меня 9 сантиметров кокетка. Свяжу еще раппорт. У меня примерно будет 12-13 сантиметров. Значит, стандартная длина проймы ребенка 5,5-6 лет, где-то 13-13,5 сантиметра. Ну вот как раз я провяжу один раппорт, у меня будет такая длина. Думаю, что мне этого будет достаточно. И после этого, после того, как свяжу 4 ряда, я уже буду соединять кокетку, буду формировать вот здесь подрезы, просто посмотрю, провяжу воздушные петли. Дальше все расскажу, как я буду вязать.